Здравствуйте! Продолжаем нашу серию про наждак. И сегодня поговорим, что такое засаленность наждачного круга и наждачной чашки. И что же это такое засаленность? Засаленность – это когда работали на камне и частичками абразива, то есть обрабатывали какую-то деталь, камень весь забивается и перестает просто точить. Он начинает жечь. Либо вот кромку ножа, либо деталь, он начинает поджигать. Он просто не справляется со своей задачей и начинает просто портить деталь. А как он вообще работает, камень? Камень начинается частичками абразива, он начинает, то есть обрабатывать деталь, то есть точить ее, стачивать. И они отламываются, и вместе с кусочками металла это все уходит. Когда он забивается, он просто ее начинает подогревать, деталь, и она то синее, цвета побежалости идут, и поджигает, в общем. И чтобы нам убрать, вот она засаленность, смотрите. Вот она и здесь есть, и здесь, вот поглядите. Я сейчас вам покажу. Немножко поработаем вот на таком засаленном камне. Посмотрите, как он работает. Вот что произошло с ним. Давайте включим и посмотрим наглядно, что это такое. Включаем. Тут 3000 оборотов. Вот сейчас мы просто попробуем наточить нож. Ставим его. Искры вроде идут. Включаем и давайте посмотрим. Ну, вроде точит, да? Вот оно, снялось. Но все равно такого съема металла нет. Он просто гладит. То есть он забитый, он гладкий. Вот я даже беру, вот сейчас. Он гладкий камень, просто как вот, да вот, как кусок вот у меня алюминия, вот то же самое. А он должен быть так, как наждачка. То есть такой жесткий, он должен снимать. А он гладит, вот видите? И вот мы сейчас будем вот это дело все убирать. Вот у меня алмазный карандаш. Не у всех он есть алмазный карандаш. Можно более твердым абразивом. Это вот абразив, это электрокорунт. То есть это химическим путем полученный. Берут порошок, берут там это смолы всякие, вот это вот спаивают, как сказать, нагревают, и получается вот такой камень, заливают в формы. И вот он получается. Можно также более твердым абразивом. Вот он помягче. Вот есть такой карбид кремния. Если вот нет алмазного карандаша, можно карбидом кремния. Он твердый, он тоже будет снимать. Но алмаз тверже всего. Тут будет камень об камень, тоже засаленностью идет. И поправить можно тоже им. То есть, если есть биение какое-то, тоже более твердый берете. Карбид кремния, или есть карбид кремния зеленый, есть карбид кремния черный. Ну, черный помягче, самый твердый это зеленый. На нем уже точат победит. То есть, он легко справится вот с этой задачей. То есть, если нет алмазного карандаша, рекомендую вот такое вот дело. Ну и мы будем на алмазном карандаше. Включаем и начинаем работать. Сейчас посмотрите, как он будет камешек белеть. Долго алмазным карандашом точить не надо, потому что можно сжечь алмаз. Алмаз синтетический, он подогрева не любит. Несколько проходов сделали, отдохните, пусть остынет чуть-чуть, потом опять можно начинать. И вот смотрите, начинаем работать. Пыли, правда, будет. Естественно, защитный кожух нужен. Давайте выключу, скажу. Защитный кожух нужен. Я специально его убрал, чтобы видно было на записи. Защитный кожух, очки. Это обязательно. Включаем, продолжаем. Вот смотрите, сейчас я где подставлю, как он начнет белеть. Вот, видите? Белая полосочка пошла. Вот она идет. Все, камешек. Выключаем, пусть перекурит маленько алмаз. О, видите, какая пыль? Нет, все равно еще, видите, надо вот это убирать.
То есть он местами, он еще немножко неровный был. То есть вот уже вскрылось, видите, а вот еще нет. И вот таким вот методом убираем. Это у нас 40-е зерно СМ1, то есть средний мягкий 1. Вот на нем шлифовка. Такая грубая, для грубой шлифовки. Вот самый камешек. Вот оно вскрывается. Ну, включаем. Можно, в принципе, даже вот выключить, чтобы пыль сильно не шла. Если у вас обороты не регулируются, можно вот на таких вот оборотах. Видите? Можно на больших. Ну вот он белеет. И вот таким вот способом полностью он, еще минуты 2, и он будет весь вот такой вот белый. Вот таким вот способом легко это все убирается. Вот даже сейчас можно. Вот он. Смотрите. Вот видите, какой шум стал? Так точит. Какая искра стала. Вот смотрите. Вот он сразу как взял кромку. То есть вот. Как первый раз было, сравните, и как сейчас. Ну заодно и сейчас еще немножко. Да все, его больше не надо трогать. Вот одел я чашку. Электрокорунт это. Тут есть биение на чашке, засаленность. Вот она. Это я пластмасс точил на ней. Синий пластмасс был, надо было мне подточить. И вот будем равнять. Она еще и бьет немножко. Биение тоже слегка уберем. Обязательно защитный кожух, очки. Специально защитный кожух я не стал ставить, чтобы хорошо было видно. Потому что у меня защитный кожух я ставлю, тут видно только вот так вот. Это надо туда вот подлазить, не очень удобно. А так все сразу видно. И начинаем работать. Работать нужно вот по этой плоскости. Если вы вот что-то точите, обрабатываете деталь, только вот по этой работают. Не по внутренней, не по внешней, только вот эта вот плоскость внешняя. То есть по внешней, по внутренней нельзя. И по торцу тоже. Ни здесь, ни здесь. Вот рабочая зона. Если нужно поправить там эллипсность, биение, это все немножко проходов сделали, убрали и все. И больше не трогайте. Работать категорически здесь нельзя, потому что может быть разлет чашки. Начинаем работать. Включаем. И вот будем эту синеву убирать. То есть он тоже будет, потому что пластмассой забит, будет кромку поджигает он. Он не точит, а просто греет. Сильно не давим, буквально небольшое касание, остальное все сделается само. Ну вот, белеет. Убираем, чтобы не сжечь алмазик наш. И вот здесь вот пройдемся немножко. Держим, опять же, только вот видите ось, сейчас покажу. Ну, вот тут вот ушло, тут еще не ушло. Но еще будем вот здесь вот убирать. Держим, вот она ось, видите? Чуть ниже оси, вот с этой стороны. То есть весь абразив будет идти вниз. Он все равно будет подниматься. Но в основном карандаш будет тянуть все вниз. Если даже вот здесь вот немножко подровняете, то есть все вниз. Вот здесь вот ни в коем случае нельзя работать. Все будет лететь вам в лицо. И вот таким вот методом мы убираем засаленность. Она в принципе уже убрана. Вот все. Здесь уже можно точить. Сейчас мы подточим. И вот здесь чуть-чуть уберем торца. Уже станет поровнее. И сейчас мы вот проходили. Где мы проходили? Вот с этой стороны мы камнем проходили, а чашкой мы пройдем вот здесь вот. Вот таким вот способом. Посмотрите, как она работает. Вот. Все прекрасно работает, смотрите.
Видите, кромочка с одной стороны. Это вот чашка вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны камень. Все. Спасибо за внимание. Всем до свидания. Хорошего времени суток. Подписывайтесь на канал.